Всем привет! В детстве у меня во дворе был то ли хозблок, то ли склад продуктового магазина. Это было еще в Советском Союзе. У задней стены склада стояли ворота, где советские граждане выбивали ковры. И где мы, шпана, играли в футбол. Да и вообще, кого-то только не было. И алкаши, и дети, и собаки. Эта картинка навсегда врезалась мне в память. И вот, захотел я ее создать в миниатюре, в 35-м масштабе. Эмблема Спартака, конечно, не была в таком размере, это уж моя фантазия. В конце ролика готовую диораму вы увидите в цвете. Поехали. Пытаюсь персонально нарезать пеноплекс на этой шайтан-машине, но предлагаемая ширина меня не удовлетворила, поэтому режу по старинке ножом. Кирпичная стена готовая, пластиковая, только нужно подогнать в размер. Приклеиваю пластик на пеноплекс. И жду, пока высохнет. Стену загрунтовал и покрасил белой краской из баллона. Торцы и верх намазываю плохо промешанным гипсом. Эмблему Спартака беру из интернета, вгоняю в нужный размер и печатаю на принтере. Работаю ножичком, делаю трафарет. Сложного нет ничего, где-то минут 30-40 это занимает времени. Приклеиваю на стену и задуваю красной краской из аэрографа. Получается так, как я и хотел. Подтеки не убираю специально, пусть так и останутся. Маскировочную бумагу долой. И вуаля! Основная часть по работе со стеной готова. Взял миллион разных оттенков серой и белой краски и кисточкой выделяю хаотично кирпичики. Серой смывочкой прохожусь по всей поверхности, чтобы выделить текстуру стены. Излишки убираю растворителем. По углам также хаотично прохожусь жидкостью, эффект подтеков. Тут решаю все-таки облагородить верх стены и сделать крышу. Самое простое это шифер. Делаю его из гофрокартона, вгоняя в нужный масштабный размер. Покрываю грунтом. И крашу в темно-серый цвет. Ставлю крышу на свое место. И остается только пройтись жидкостью для имитации подтеков. Стена готова. И даже осы прилетели посмотреть. Двух персонажей беру из набора фирмы Master Box. Изначально они немцы, конечно. Танковый экипаж на отдыхе, но только не у меня.
Фигура бьющего меня полностью устраивает, поэтому переделок или доработок не будет. Фигура вратаря также неплохая. И после сборки и грунта отправляется на окраску. Бабку взял из набора мини-арт. Работники железнодорожного транспорта 30-40-х годов прошлого столетия, также немцы. Фигурка, конечно, нормальная, только шапка мне не нужна. Поэтому голову пришлось заменить. Нахожу ее у того же мастер-бокса. Выбивалку скручиваю из проволоки, по мотивам, как говорится. Грунтую и крашу. Цвет фиолетовый, ну так захотелось мне. Все фигуры готовы, перехожу к следующему этапу. Круглый. Круглый был в первом наборе. Он меня полностью устраивает. Крашу его. И смывкой выделяю швы. С ним все очень просто. Ворота. Ворота делаю из круглых палок. Царапаю и нещадно режу бревна. Ну, чтобы они постарели. Сцепляю между собой при помощи скобок для степлера. Ну и, конечно же, клея. Прохожусь неразведенным грунтом. И кисточкой крашу желтым цветом. Здесь чем хуже покраска, тем на самом деле лучше. Черной смывкой по всей поверхности ворот. Лишнее теперь нужно убрать. И последний шаг с воротами. Скобы старю жидкостью для имитации ржавчины. Ну, вроде неплохо получилось. Ковер. Ковер беру из набора фирмы Zip Maquette. Подложку для него вырезаю, ну, из просто тряпки. Приклеиваю их между собой на клей ПВА. И долго-долго жду, пока высохнут.
ножницами отрезаю лишнее, но оставляю махрушки с двух сторон. Это все-таки ковер. Махрушки и подложку крашу в серый цвет. Начинаю работу с основанием. Наношу текстурную пасту, также от Zipmaket, на пеноплекс. Траву делаю из двух видов флока разной высоты и цвета. Тщательно перемешиваю все это дело. И флокатором высаживаю ее на поверхность. Лишнюю траву удаляю. Ну и земельки нужно добавить по-любому. Кочки взял готовые, делают ребята из Барнаула. Разбросал их по всей моей площадке. Пора ставить стену на свое законное место. Крапива появилась экспромтом. Нашел ее подтравленную у фирмы Minivo Paint. Часа 2 уже вырезаю, муторно это дело, но надо. Ну и часа 2 пинцетиком придаю нужную форму. Получается у меня 15 вот таких кустиков. Обязательно загрунтовать. И покрасить в 2 оттенка зеленого.
Самое приятное – это ставить готовую деталь на место. В данном случае я высаживаю кусты крапивы на землю, рядом со стеной. После крапивы пора и ворота на место поставить. А бабкин ковер на перекладину ворот. Теперь очередь вратаря. В фигурке в подошве торчит штырь. На него, ну еще и с помощью клея, я его и устанавливаю. Бабка-иммигрантка из Германии 40-х годов тоже на своем месте. Ну и бьющий с круглым. И вишенка на торте – это табличка «Боже, храни Спартак». Да-да, я за Спартак. И отец мой, и дед, да и все вокруг. Ну вот, данный проект закончен. Теперь посмотрите в реальном цвете на законченную диораму. Я получил истинное удовольствие от зарождения идеи до готового кадра. Да и сейчас нет-нет, да и посматриваю на нее на полке. Кстати, вы тоже можете данную диораму увидеть вживую. Приходите к нам в магазин. Недельку у меня поживет, а потом на постоянное место жительства на витрину магазина. А я с вами прощаюсь. Ваш Я Моделист и я, Виталий Новиков.